Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И тема нашего сегодняшнего видеоурока – белые мишки. Ну скажите, друзья, ну что может быть милее этой игрушки? Недаром она самая распространенная среди детских мягких игрушек. И вот один из мишек вот здесь вот у меня в гостях сидит на моем рабочем месте. Наших белых мишек мы с вами сегодня сделаем при помощи паяльника из фатина. Эти заколочки представляют собой так называемые патчи, которые ныне очень распространены среди рукодельниц, занимающихся изготовлением детских украшений для волос. Чем они удобны? Тем, что из них можно делать брошечки, брелки, помещать их на ободок, куда захотите, в общем-то. Делаются очень легко и быстро. Вот такие вот мишки получились у меня. А вот такие вот заколочки я купила для своей дочери в магазине. В принципе, то же самое все вы можете сделать своими руками и очень быстро. Шаблончик такого мишки будет вам доступен по ссылочке под этим видео в формате А4. Вы сможете скачать, вырезать из картона и затем сделать такое вот прекрасное изделие. Если вам интересно и вам понравилось мое видео, оставайтесь, пожалуйста, со мной, подписывайтесь на мой канал, друзья. Буду рада вашим лайкам. И давайте начнем наш видеоурок. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами сделаем очень милые заколочки-мишки из фатина. В наше время сейчас очень модно использовать так называемые патчи. Что такое патч? Это переводится, в принципе, как нашивка либо закладка. Мастера канзаши, вообще мастера, которые занимаются изготовлением аксессуаров для волос детских, они очень часто используют патчи в своих работах, в серединках, бантиках, либо как самостоятельные заколочки, и заказывают их на Алиэкспрессе или где-либо покупают. Я же сегодня хочу показать, как, в принципе, очень легко можно сделать такие патчи своими руками. Понадобится нам для этого что? Главный инструмент, который позволит нам сделать патч, это паяльник, либо инструмент для выжигания по дереву. Фатин, сложенный в несколько слоев. Вот такой вот у меня сегодня белый фатин, в мушку, в белую. Он может быть различный. Вот можно комбинировать слои фатина между собой. Лучше брать средней жесткости, либо жесткий. Вот из таких слоев получается вот такой вот патч, сердечко. Белый мишка из белого фатина. Все шаблоны, которые я буду использовать, можно будет скачать в инфобоксе под данным видео в формате А4, вот такие вот шаблончики. Самые простые, наиболее часто используемые: сердечко, звездочка и мишка. Вот, сегодня будем делать мишку. Для начала я вырезала этот шаблон из картона. Далее нам нужно выбрать материал, который не боится высоких температур. Самый доступный из них – это вот вырезанная из жестяной бутылки, из пепси-колы, либо из какого-либо другого напитка, жестяная банка, из которой я вырезала, процарапала, так сказать, каким-то острым инструментом по шаблону картонному. Да? Мы процарапываем и вырезаем достаточно легко вот такой вот жестяной шаблончик, который не боится высокой горячей температуры. Далее изготовим сам патч. Для этого вот у меня здесь 8 слоев фатина сложенные. Сколоть можно немножко английскими булавками, чтобы ткани не смещались. Кладем нашего мишку жестяного и аккуратненько, стараясь не обжечь пальчики, вырезаем
по контуру нашего мишку. Убираем лишнюю ткань. Убираем шаблончик, смотрим, что у нас получилось. Забыла еще напомнить, друзья, что нужно взять, конечно же, подходящую поверхность. У меня вот подставка под горячее из стекла, а можно взять просто большую тарелку ровную. Вот наш патч готов. Вот такая вот заготовка для мишки у нас получилась. Если какие-то краешки есть неаккуратные, можно подплавить зажигалкой. Чтобы работа смотрелась более аккуратно. Теперь возьмем немного белого фетра, обведем тот же самый шаблончик уже на фетре. Для того, чтобы обвести шаблон, я пользуюсь исчезающим маркером по ткани. Фетровый мишка нам понадобится для изнанки нашей заколочки, и при помощи этого слоя мы прикрепим патч верхний к нашей изнанке. Вот наш фетровый мишка готов. И теперь немножко будем декорировать нашего мишку, делая его более живым. Для этого мне понадобятся черные полубусины. Одна полубусина для носика 6 мм и две маленькие черные полубусины 3 мм. А также помпончик. Диаметр моего помпончика 15 мм. Для того, чтобы наклеивать полубусины к нашему патчу, я буду пользоваться клеем для страз. Носик мы клеим к помпончику, тоже на тот же самый клей. Сам помпончик можно подклеить на простой термоклей. Пока разогревается мой клеевой пистолет, мы займемся украшением нашего мишки. Это будет вот такой вот бантик с висящей на бантике бусинки. Брелочек такой маленький. Для бантика я взяла обычную тонкую атласную ленту белого цвета шириной 6 мм. И буду делать самый обыкновенный бантик. Бантик я укреплю на иголку с ниткой. Также пришью нашу жемчужинку к нему.
Бантик наш готов. Пришьем бусинку. Аккуратно приклеиваем носик нашего мишки. А теперь возьмем заколочку зажим. Длина моего зажима 5,5 сантиметров. И фетровую изнанку нашего мишки. Мы должны сложить его повдоль и сделать 2 надреза, чтобы продеть нашу заколочку. Вот таким образом. Открываем заколочку, продеваем спинку заколки в основу и подклеиваем с 2 сторон. Совмещаем 2 фигурки при помощи горячего клеевого пистолета. И приклеиваем бантик. Такие вот миленькие заколочки у нас получились сегодня. Из этих патчей можно делать не только заколки, но и брелочки, брошечки детские, крепить на ободке и так далее. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И до новых встреч. Пока-пока.